Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «За что лучший ученик Суворова генерал Милорадович получил от декабристов пулю в спину?». Граф Михаил Андреевич Милорадович, 1771-1825 годы жизни, был одним из самых знаменитых и популярных в России героев войны 1812 года. Милорадович происходил из знатного сербского рода Милорадовичей-Храбреновичей, перебравшегося в Россию еще при Петре I. Отец Михаила Андреевича, генерал Андрей Степанович Милорадович, служил при Екатерине II, воевал с турками, за что получил от императрицы в дар село Вороньки под Полтавой, где и родился Михаил. Андрей Милорадович был одно время наместником всей Малоруссии, а после разделения ее на губернии – черниговским губернатором. Он дружил с Суворовым и Кутузовым, в его имении гостил Потемкин. Андрей Милорадович попросил Екатерину II записать своего сына сразу после его рождения, как то водилось у тогдашней аристократии, в лейб-гвардию. Таким образом, когда в 16 лет Милорадович начал военную службу, он был уже прапорщиком Измайловского полка, а в 27 лет стал генералом. Юность же до 16 лет Милорадович провел, слушая лекции в университетах Франции и Германии. Он был, следовательно, одним из образованнейших людей своего времени в России. Боевое крещение Милорадович получил в войне со Швецией 1788-1790 годов. В 1799 году он принял участие в знаменитых итальянском и швейцарском походах Суворова. Милорадович командовал Апшеронским мушкетерским полком и всегда шел в атаку впереди него. Боевые и личные качества Милорадовича приглянулись Суворову, и знаменитый полководец сделал его одним из своих дежурных генералов. Милорадович принял участие в кампании против Наполеона в Австрии в 1805 году, закончившейся печальной для нас битвой при Аустерлице. С 1806 года на войне с Турцией, где командовал целым корпусом. В 1809 году Милорадович был произведен в чин генерала от инфантерии. Вскоре после этого он решил оставить службу, но император Александр I рассудил иначе и в 1810 году назначил Милорадовича киевским военным губернатором. Милорадович стал высшим военным и гражданским начальником нескольких губерний – Киевской, Подольской, Волынской, Черниговской и Полтавской. На этом посту он сразу произвел прекрасное впечатление на местное общество своим тактичным обхождением. Его стиль управления характеризовался стремлением создать максимально удобные условия работы подчиненным. Милорадович, будучи сам уроженцем Украины, потворствовал местным обычаям и разрешил малороссийскому дворянству являться на балы, которые он часто устраивал как генерал-губернатор, в национальных костюмах. Так на Украине началась реабилитация казачьих шаровар и вышиванки. Особенно большую популярность в широких кругах населения Малороссии Милорадович снискал после грандиозного пожара, случившегося в Киеве 9 июля 1811 года. Генерал-губернатор, не прибегая к силе, сумел остановить начавшиеся было беспорядки, а затем организовал помощь погорельцам. Не надеясь на быструю реакцию всегда неповоротливой петербургской бюрократии, он прибег к содействию малороссийского дворянства, призвав его жертвовать деньги в фонд помощи пострадавшим. Из личной признательности генерал-губернатору дворянство охотно жертвовало крупные суммы на благое дело. В 1812 году император поручил Милорадовичу организовать мобилизацию военных сил всей Малороссии. Со сформированным им корпусом Милорадович прибыл на фронт к началу Бородинского сражения. Там он командовал правым крылом первой армии и вновь проявил всегда восхищавшие всех свои боевые качества. При отступлении от Бородина к Москве и дальше Милорадович командовал арьергардом и прикрывал отход русских войск. Перед стенами Москвы Милорадович лично договорился о суточном перемирии с наполеоновским маршалом Мюратом, командовавшим французским авангардом. Тем самым Милорадович обеспечил свободный проход всей русской армии через Москву. Во время преследования отступающих французов Милорадович командовал уже авангардом русской армии. 22 октября 1812 года вместе с донским атаманом Матвеем Платовым
он нанес под Вязьмой крупные поражения корпусам Даву, Нея, Багарне и Понятовского. 3 ноября под Красным он снова нагнал Нея и почти уничтожил его корпус. Только нерешительность Кутузова, не выделившего в помощь своему авангарду дополнительных сил, помешала Милорадовичу отрезать корпус от французской армии и пленить самого маршала Нея. В заграничном походе Милорадович продолжал также успешно командовать русским авангардом. В битве под Лейпцигом в октябре 1813 года он командовал на поле боя русской и прусской гвардиями. В марте 1814 года участвовал во взятии Парижа. Еще раньше, в феврале 1813 года, Александр I пожаловал Милорадовича собственным вензелем на его генеральских эполетах, а указом от 1 мая 1813 года возвел Милорадовича и всех его потомков, которых, увы, так и не было, в графской Российской империи достоинства. В 1814 году император назначил Милорадовича командующим гвардейским корпусом. Во главе его граф пробыл во Франции до 1818 года, когда закончилась оккупация союзниками этой страны. По возвращении в Россию император решил использовать таланты и личное обаяние Милорадовича на одной из самых ответственных должностей – генерал-губернатора столицы. Граф с энтузиазмом воспринял это назначение и заявил: «Я истреблю воровство так же, как истреблял колонны Нея под Красным». Действительно, казнокрады вскоре почувствовали тяжелую и честную руку нового столичного генерал-губернатора. Не вместе ли за преследование коррупции кроются истоки той пули, которую всадил Милорадовичу декабрист Петр Каховский? Помимо этого, Милорадович значительно уменьшил количество кабаков в Петербурге, хотя и понимал, что продажа водки составляет одну из важных статей доходов казны. Но Милорадович считал повальное пьянство подданных приносящим гораздо больше убытков, чем выгоды государству. Милорадович отличался отменным либерализмом. Это у него проявилось еще во время управления Украиной. Теперь в Санкт-Петербурге он закрывал глаза на незаконное проживание там евреев, вне черты оседлости, и не спешил выдворять их из столицы. Милорадович известен также тем, что лично допрашивал Александра Сергеевича Пушкина после его ареста в 1820 году и спас его от ссылки в Сибирь, отправив в Бессарабию. И вот такого либерального губернатора, героя войны, революционеры, вроде бы демократы, убили. За что? Как это могло случиться? Связи Милорадовича с декабристами остаются загадкой для историков. Во всяком случае, графу, как и царю, было известно о существовании тайных обществ. Накануне восстания на Сенатской площади Милорадович встречался кое с кем из заговорщиков. Есть версия, что он дал им надежду на свою поддержку во время их выступления. После получения известия о смерти Александра I, Милорадович активно вмешался в политические события и настоял на скорейшей присяге населения и воинских частей новому императору Константину, которому должен был перейти престол согласно закону. Никто еще, кроме самого Константина и Николая, будущего императора, не знал, что Константин заранее в 1823 году отрекся от своих прав на наследование русской короны. Когда от Константина поступило подтверждение своего отречения, Милорадович не стал больше противиться вступлению на трон Николая и принес ему присягу. В день восстания на Сенатской площади Милорадович выехал лично разговаривать с вождями мятежников, убеждая их образумиться и вернуть войска московского полка в казармы. Весьма возможно, что на многих заговорщиков поведение Милорадовича произвело впечатление предательства. Исследователь этого рокового дня, 14 декабря 1825 года, Яков Гордин, писал: «Вряд ли Милорадович мог увести московцев с площади, но смутить их он мог. Он показывал шпагу с дарственной надписью от Константина и клялся в преданности цесаревичу. Как друг Константина он убеждал солдат в истинности его отречения». Выстрелил в Милорадовича Каховский. В этом поступке нашла, наконец, разрешение напряженная тяга русского брута к роковому тираноборческому акту. Каховский сказал потом, что если бы сам император подъехал к каре, то он и по нему бы выстрелил. Как и все поступки Каховского, выстрел в Милорадовича имел два плана – общеромантический и конкретно тактический. Милорадовича надо было убрать от каре, Каховский сделал это радикально.
Одновременно с выстрелом другой декабрист Евгений Оболенский серьезно ранил Милорадовича штыком. Оба удара были нанесены сзади, из-под тишка. От полученных ран граф скончался тем же вечером. Первую кровь 14 декабря пролили сами декабристы, причем убив своего оппонента, выехавшего к ним только на переговоры, подло, со спины. За это, в чем были повинны только революционеры и уж никак не Милорадович, советские историки забыли все его подвиги, все его дела. Навесили на него ярлык реакционера и крепостника, хотя это был один из самых либеральных, в хорошем смысле слова, деятелей царствования Александра I. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, а также разбор выдуманных мифов, которые нам преподают в школе и которые звучат по телевизору, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую, неизвестную историю России.